Всем добрый день! Как известно, на открытом воздухе аппетит нагуливается достаточно быстро. Тем более, что ловля рыбы – это активное и трудоемкое дело. Поэтому, чтобы рыбалка приносила нам удовольствие и не отнимала лишних сил, необходимо обеспечить своевременное и качественное питание. А чтобы пища была максимально свежая и горячая, в первую очередь нам необходим источник огня. Костер – это, конечно, вариант, но не самый лучший, так как он занимает много времени, и тем более, что не везде есть дрова, а в некоторых местах и вовсе запрещено разжигать костры. Поэтому в данном видео мы поговорим о портативных газовых плитах и горелках, покажем несколько вариантов и комбинаций их подключения, а вы в свою очередь сможете что-то выбрать наиболее подходящее для себя. Итак, из приспособлений у нас есть портативная газовая плитка, две вот такие портативные горелочки и вот такая горелка в виде тарелки. Эти все устройства работают на вот таких газовых баллонах. Это баллон резьбовой, это цанговый, это 5-литровый баллон турецкий. Этот баллон вмещает 2 литра 400 мл газа. Это баллон польский. Также нам в этом всем помогут специальные переходники. Сейчас я расскажу про каждый баллон отдельно и покажу, что к нему можно подключить. Вначале я возьму вот такой цанговый баллон. Эти баллоны вмещают 220 грамм газа. И сейчас я покажу разные варианты его применения. Чаще всего эти баллоны используют вместе с такими портативными плитами. Как правило, эти плиты предназначены только для вот таких баллончиков. Но в нашей плите есть сбоку специальный выход, который позволяет подключить большой пропановый баллон. Но об этом расскажу немного позже, а сейчас продемонстрирую, как работает плита именно вместе с цанговым баллоном. Все эти плиты имеют специальный отсек, он открывается и сюда укладывается цанговый баллончик. Вот так вот аккуратно его устанавливаем. Крышку закрываем, и теперь нам нужно вот этот рычажок опустить в самый низ. Когда мы его опускаем, в баллоне открывается клапан и на плиту подается газ. Наша плита оборудована пьезоподжигом, поэтому для того, чтобы ее зажечь, нам нужно вот эту ручку повернуть против часовой стрелки до щелчка. Вот. Огонь зажегся. Также этой ручкой мы можем его регулировать. То есть делать его меньше, больше, ну то есть такой, как нам надо. Основное преимущество данной плиты – это ее устойчивость. То есть она позволяет готовить в большой и объемной посуде. Также цанговые баллоны можно использовать вместе с вот такими компактными горелками. Эти горелки действительно очень легкие и компактные. Транспортировать их можно вот в таких пластиковых коробочках. Видите, они совсем небольшие. Эти коробочки, как правило, идут в комплекте с этими горелками. В принципе, эти горелки предназначены для вот таких резьбовых баллонов, но с помощью специального переходника, вот так он выглядит, их с легкостью можно накручивать на цанговые баллоны. Также в одном из видео мы показывали, как с помощью этого переходника можно заправлять такие баллончики. Так что, кто не видел, смотрите. Вначале мы накручиваем переходник на горлышко баллона. И здесь у нас есть резьба. Резьба здесь точно такая же, как на вот таком резьбовом баллоне. И на эту резьбу мы накручиваем нашу горелку. Вот так вот хорошо накручиваем, чтобы газ не шипел. Вот. Теперь эта горелка у нас имеет пьезоподжиг, поэтому поворачиваем немного краник и нажимаем на пьезо. Все. Огонь у нас загорелся. Краником этим можно регулировать, то есть делать больше, делать меньше. В принципе, довольно
удобная и компактная конструкция, но эта конструкция имеет большой недостаток. За счет того, что баллон высокий и тонкий, она очень неустойчивая. Вот. И поэтому сейчас я покажу более устойчивый вариант. Для этого нам понадобится вот такая подставка-переходник. Она также компактная, продается в таком пластиковом футляре для удобной транспортировки. И сейчас я покажу, как она выглядит. Это пока отставим в сторону. Открываем футляр, достаем и видим. Здесь у нас есть вот такая вот тренога разборная. Она раскладывается таким образом. И по центру здесь есть резьба, точно такая же, как на вот таких резьбовых баллонах. Поэтому сюда можно накрутить любую вот такую компактную горелку. Также здесь есть шланг, и на конце шланга гайка. Еще в комплекте идет вот такая деталь. Она сделана таким образом, чтобы фиксироваться на горлышке цанговых баллонов. Она очень просто одевается и делается небольшой оборот. Все, вот она надежно зафиксировалась. Также здесь есть, вот видите, снизу вот такие ножки, две. Это для того, чтобы баллон не катался. То есть на этих ножках он очень устойчиво лежит. Теперь эту гайку на шланге накручиваем на эту резьбу. Когда накручиваем до конца, на баллоне нажимается клапан, начинает идти газ, но газ не выходит, поскольку здесь в середине есть специальный клапан. Он открывается только тогда, когда мы накручиваем горелку. Накручиваем горелку. Накручиваем горелку до конца, хорошо, чтобы не выходил газ. Все, конструкция наша собрана. Но здесь есть один очень важный нюанс. Когда мы это все собрали, сразу поджигать не нужно, потому как нужно где-то минут 5-10 подождать, чтобы в баллоне устаканился газ. Потому как если сейчас это все собрать и сразу же поджечь, газ будет очень сильно плеваться, и все это будет работать неправильно. Мы даже когда вот купили эту конструкцию, ну вот эту подставочку, вначале об этом не знали, подключили, и у нас, ну, когда подожгли, сильно начал плеваться газ, такое было пламя почти метровое, и мы уже думали, что какой-то брак в этом переходнике. Ну, потом разобрались, как-то у нас все получилось, ну и поняли, в чем причина. Поэтому ждем 5 минут и продолжим. Прошло 5 минут, поджигаем нашу горелку. Данная горелка идет без пьезоподжига, поэтому воспользуемся обычной зажигалкой. Немножко открываем краник и подпаливаем. Вот, как видим, все работает. Еще раз скажу, что данная конструкция довольно компактная, но в то же время очень устойчивая. Это нам позволит использовать цанговый баллон и при этом готовить довольно в объемной посуде. А теперь мы немного поговорим о вот таких резьбовых баллонах. Резьбовыми они называются потому, как здесь вокруг клапана есть специальная резьба, на которую накручиваются различные портативные горелки и даже газовые лампы. Такие баллоны бывают разных объемов. Самые популярные это на 450 грамм, как вот этот, и на 230 грамм. Также иногда встречаются баллоны на 110 грамм и 220 грамм. Здесь все очень просто. Берем нашу портативную горелку и без всяких переходников просто накручиваем ее на резьбу.
накручиваем до конца. Вот так. Теперь открываем краник и поджигаем. Вот, как видим, все работает. Основные преимущества данной конструкции — это компактность и высокая устойчивость. Теперь расскажу про турецкий баллон. Этот баллон немного необычный, потому как здесь вместо привычного нам крана находится клапан с внутренней резьбой. Этот баллон 5-литровый, и сейчас я покажу, как можно его использовать. К таким баллонам продается специальное оборудование. У нас вот есть такая горелка в виде тарелки, и еще я видел газовый обогреватель. Здесь, если посмотреть, то видно такой специфический выход есть, который как раз подходит на этот клапан. Сейчас попробуем накрутить и покажу, как это работает. То есть, когда мы накручиваем горелку на баллон, клапан нажимается и начинает подаваться газ. Закрутили. Вот здесь есть такая ручка для транспортировки. Очень удобно. И поджигаем. Открываем краник. Краник, как вы видели, находится на самой горелке. Вот. Все отлично работает. Здесь стопроцентная устойчивость и можно ставить очень большие веса. То, что в этом баллоне такой нестандартный выход, это не означает, что с ним можно использовать только оригинальное оборудование. Мы в интернете нашли вот такой краник. Здесь с одной стороны резьба такая же, как я показывал на вот этой турецкой горелке, и с другой стороны обычная левая резьба, как у наших пропановых баллонов. Поэтому этот краник накручивается сюда в клапан, вот, и турецкий баллон сразу превращается в стандартный пропановый баллон с левой резьбой. Во-первых, этот краник позволяет нам его заправлять, и во-вторых, сюда можно накручивать уже в принципе любое оборудование. Ну, например, вот сейчас покажу, нам знакомый токарь вытащил такой переходничок, мы его накручиваем сюда, и теперь на этот переходник можно накручивать вот такие компактные горелочки. Сейчас покажу, как это все выглядит. Вот берем нашу горелку и накручиваем. Вот закрутили. Теперь, поскольку в этом баллоне большое давление, я рекомендую вот этот кран на горелке открутить максимально и пламя уже регулировать чисто краном вот этим, который на баллоне. Немного откручиваем его и поджигаем. Все, вот наша горелка отлично работает, все хорошо. И опять же все очень устойчиво. Так, теперь я показываю дальше. И сейчас я покажу, как подключить нашу портативную плиту к пропановому баллону. Об этом я говорил в начале. Еще раз напомню, в нашей плите есть специальный выход. Для этого нам понадобится газовый шланг. С одной стороны шланга мы закрепили специальный штуцер, который шел в комплекте с плитой. И на другом конце шланга, который будет одеваться на баллон, нам нужно поставить или штуцер с левой резьбой для шланга, или же редуктор. Здесь все зависит от того, какой баллон мы будем использовать. Если мы используем большой бытовой баллон, который идет с вентилем ВБ1 или ВБ2, тогда мы ставим редуктор. И уже к редуктору подключаем шланг. Если же у нас вот такой туристический баллон, а как правило в таких баллонах идет вентиль с плавной регулировкой, тогда мы берем просто вот такой штуцер с левой резьбой и подключаем сюда шланг через него. Итак, берем теперь сюда, одеваем, ставим прокладочку и штуцер фиксируем на баллоне. А другой конец шланга
вставляем в плитку. Точнее, закручиваем. Все, наша конструкция собрана. Теперь хочу сказать такой момент. Поскольку в этом баллоне большое давление, и чтобы это давление не шло на плитку, мы вот эту ручку открываем максимально, и газ уже будем регулировать чисто вот этим краном на баллоне. Вот я ее максимально уже повернул. Немножко открываем здесь краник. Слышим, пошел газ. И включаем пьезоподжиг. Все, теперь, как видим, наша плита горит. Этим краником мы будем регулировать интенсивность пламени. Все работает. Продолжаем дальше. И еще расскажу про польский баллон. В отличие от турецких, эти баллоны достаточно популярны. Выпускаются они в разных объемах. Самый минимальный объем это 1,2 литра и максимальный 27,3 литра. Этот баллон на 2,4 литра. Польские баллоны имеют вот такой краник с плавной регулировкой. Сверху идет вот такая ручка для удобной транспортировки, и горлышко защищено специальным колпачком. Здесь левая резьба, но диаметр самого горлышка немного тоньше, чем на наших баллонах. Вот покажу для сравнения. Вот на этом кранике резьба под наши баллоны, и вот видите на польском. То есть разница заметна. Для польских баллонов продается специальное газовое оборудование, горелки, лампы газовые, вот такие вот горелки в виде тарелок, обогреватели. Вот, они тоже польского производства, которые сюда накручиваются без переходников. Но этот баллон также можно использовать и с нашим оборудованием, с помощью специального переходника. Вот такие переходники продаются в интернете. Он выполняет двойную функцию. Во-первых, с помощью такого переходника мы можем эти баллоны заправлять на заправках. И во-вторых, через этот переходник можно подключать разное оборудование. Теперь немного покажу этот баллон в действии. Берем вот этот переходник и накручиваем его на горлышко баллона. Вот этот переходник у нас немного нестандартный. Нам его токарь переточил и в середине нарезал резьбу, чтобы можно было накрутить вот эту вот турецкую горелку. Накручиваем. Открываем на горелке кран максимально, и пламя будем регулировать краном на баллоне. Вот открываем и поджигаем. Вот, как видим, все отлично работает. Огонь регулируется. Вот это вот такой вариант с горелкой. Вот также, если горелка, например, у нас не турецкая, а под стандартную резьбу, то она будет накручиваться тоже на этот переходник, только уже не вовнутрь, а понаружи. Теперь у нас есть еще вот такой переходничок. Вот, ну, в принципе, такие переходники продаются тоже в интернете. Этот переходник мы откручиваем. И вот этот накручиваем сюда. Вот этот переходничок нам позволит на польский баллон накручивать вот эти портативные горелочки под резьбовые баллоны. Сейчас продемонстрирую. Накрутили. Здесь опять же краник откручиваем максимально на горелке и регулировать будем баллоном. Вот так же все работает.
Вот. Ну и помимо таких горелок можно также подключить нашу портативную плиту. Ну, в принципе, тут я уже показывать не буду, здесь как бы ничего нового нет. Просто берется, накручивается вот этот вот переходник. Вот сюда накручиваем штуцер со шлангом. Ну и вторую часть шланга вкручиваем в плитку. То есть все точно так же, как я показывал с турецким баллоном. В принципе, я показал все, что у нас есть. Надеюсь, это видео вам поможет выбрать наиболее оптимальный вариант для себя. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно ответим. Во второй части видео мы проведем тест с этим оборудованием. Будет интересно, смотрите. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч!